Доброго дня, добрые люди! Вышел уже третий выпуск бурды. Казалось бы, год только начался, а уже третий мартовский выпуск с нами. Сейчас мы его с вами полистаем. Обложка в классных весенних цветах. Уже что-то напоминающее про яркие краски года. В общем, давайте с вами все это посмотрим. Обложка выпуска уже совсем весенняя, и сочетание цветов, и само платье вызывают весенние ассоциации. Здесь нам бурда предлагает посмотреть на тренды 2022 года с подиумов, а точнее на 7 образов, которыми вдохновились создатели выпуска. Брючный костюм с укороченным жакетом, гламурный свитшот, топ из 90-х, платье, окрашенное в стиле батик, и пальто выше колена о силуэта в стиле 60-х с интересным цветовым решением. Также юбка трапеция из букле и вошедшее еще в 90-е платье в бельевом стиле, которое, собственно, не собирается нас покидать. Явно бросается в глаза феминность образов, сразу ясно, что смотришь на женщину. И первый образ из сатина, как раз напоминает образ с подиума, это жакет рубашечного кроя 108 и укороченные брюки 114. Жакет 108 в размерах 36-44, 3 точки сложности, со спущенным плечом и накладными карманами. Такой жакет можно удачно вписать как в расслабленный стиль, так и в более строгий. Да и по этой выкройке можно как жакет, так и рубашку сшить. Тут и отложной воротник на стойке, и по низу рукава защипы, и манжет. В общем, все как у рубашки. А вот планки нет, тут идет цельнокроенный подбор. Брюки 114. Эта модель на невысокий рост, размеры 17-21, 2 точки сложности. Приточной пояс у брюк, карманы в боковых швах с разрезами внизу по боковым швам и на молнии сбоку. Актуальная длина и крой, надо заметить, посадка тут занижена, как раз как диктует мода. А вот он, этот свитшот из анонса в прошлом выпуске, так называемый гламурный свитшот 102, размеры 36-44, 2 точки сложности. На гламурный уровень этот свитшот выводят заложенные складки по окату рукава и стразы, пришитые к тесьме. Ну и преподнесли нам его в образе с шелковыми сияющими брюками и блестящими босоножками из 90-х, как бы намекая на вечерний образ. Но свитшот есть свитшот, вечерний образ с ним не составить. А вот гламурный вполне. Тут свитшот сшит из футера, а мне он видится из нежного бархата. Хотя бархат, конечно, сложнее шить, чем футер. Рядом тот самый топ из 90-х. Тут, собственно, и весь образ, как с подиума. Еще и с намеком на catsuit за счет того, что верх и низ в одном цвете. Топ 103 из жаккардового трикотажа, размеры 34-42. Очень прост в пошиве, 1 точка сложности. Приталенный силуэт и рукав овечья ножка. Топ может вполне стать базовым. Сборка по окату достаточно спокойная, и поэтому внедрить его в различные образы не составит труда. Четвертый образ – это платье, окрашенное в стиле батик. Платье на запах 106 из вискозы, размеры 36-44, 2 точки сложности. На самом деле платье на запах достаточно универсальное, как говорится, и в пир, и в мир. И бурда решила внедрить тренд батик именно в такую модель. Платье довольно простое, слегка спущенное плечо, прямой узкий рукав, отрезное по линии талии, горловина и запах обработаны обтачкой. Рядом пальто о силуэта из 60-х, как в подборке трендов. Вот это я и понимаю под словом «вдохновиться». Оно совсем не похоже на подиумный вариант, но стиль и посыл один. Пальто 111, размеры 36-44, 3 точки сложности. У него очень замысловатый крой, то есть, собирая детали, скучать не придется. Спущенное плечо, рукав 3/4, совсем без воротника, застегивается на одну кнопку. Причем наклонные боковые карманы с подкройным бочком и длина до колена. Юбку из букле нам тоже дали в длине до колена, а силуэт, накладные карманы, украшенные пуговицами и окантованные косой бейкой. Юбка без пояса, на подкладке сшита из 4 клиньев. Молния вшита сзади в один из швов соединения этих самых клиньев. По низу отделка бахромой из
основного материала. И завершает коллекцию трендовых образов платье в бельевом стиле из шелка. Платье 121, размеры 36-44, 3 точки сложности. Не совсем привычное платье в бельевом стиле. Отказались здесь от избитых тонких бретелей и расширили юбку к низу, что дает больше свободы надевать ее в люди. Все прикрыто, и белье под низ можно смело надеть. И тем не менее это платье все равно позволяет оставаться в тренде. У платья V-образный вырез по горловине, расклешенные рукава, отделка кружевной тесьмой по срезам. Также оно отрезное по линии талии и с кокеткой по юбке сзади на молнии. Если хочется попробовать бельевой стиль, но смущает откровенность, то это отличный вариант, когда и волки сыты, и овцы целы. Мастер-класс по пошиву юбки из букле. И тут нас встречает весенняя нежная коллекция на тему «В чем пойду весну встречать». Снова мы тут видим пуловер 103 уже из тонкого вязаного трикотажа. Это мог бы быть и просто свитер, но за счет сборки по окату рукава и приталенного силуэта получилась ярко выраженная женственная деталь гардероба. В сочетании вот с такими брюками в клетку виши смотрится изумительно нежно. И из этого же трикотажа сшит свитшот 131 на ребенка. Размеры 116-140, 2 точки сложности. Идея этого свитшота в том, что длина полочки и спинки разнятся. В боковых швах снизу разрезы, которые закрываются на молнию, и высокий ворот с продетым в него шнурком. Кстати, молнии для разрезов лучше выбирать легкие, чтобы не вытянуть бока, если шить, как тут, из вязаного трикотажа. Дальше платье на запах 105. Принцип такой же, как и у платья 106, только рукава фонарики, что делает платье более воздушным и изящным. И снова тут трендовая клетка виши, которая мелькает активно среди моделей, предложенных дизайнерами. На следующей странице блузка 110 из вискозы, размеры 36-44, 2 точки сложности, прямой крой, выточки по груди, рукава фонарики на подкладке и молния по спинке. Эта выкройка как раз для интересных сложных принтов. То есть чем сложнее принт, тем меньше требуется швов, чтобы не перекосилась композиция. А вот теперь то, что меня очень радует. Это тренч на высоких 113, размеры 72-88, 4 точки сложности. Тренч имеет почти классический набор деталей, за исключением стойки по вороту и второго ряда пуговиц. В классическом светло-коричневом цвете, в классической длине. Словом, модель на все времена, можно смело шить из прочных качественных материалов. Такой тренч будет долго носиться и оставаться актуальным. Несмотря на то, что тренч на высоких, варьируя местоположение шлевок, можно шить этот тренч как на высоких, так и вообще на любой рост, меняя длину рукава и длину самого изделия. И рядом куртка на ребенка с двубортной застежкой 130, размеры 116-140, тоже 4 точки сложности, как у взрослого тренча. И самое интересное в этой куртке то, что у нее идет имитация надетого под низ кардигана с капюшоном. Это, конечно, не ново, но если ваш ребенок не любит ходить на распашку, то есть вот вариант ненавязчиво застегнуть его. Здесь еще раз юбка трапеция из букле 119. Это, можно сказать, младшая сестричка юбки 118, уже без карманов и бахромы, но с пояском, шлевками и немного короче. Этот вариант более нежнее и по-весеннему выглядит. На странице рядом топ из полиэстера 116, размеры 36-44, 2 точки сложности. Прямой топ с бантовой складкой по полочке, молнией по спинке и крылышками вместо рукавов. Проймы и горловина обработаны косыми бейками. Вот когда нужен простой лаконичный топ, под жакет, например, то можно отказаться от крылышек, сшить его из однотонной ткани, например, из сатина, и базовый топ готов. А если полет творчества не унять, то крылышки тут очень кстати. И вы заметили, от номера к номеру присутствуют вещи из вельвета. А тут вообще вельветовые шорты. Это так не избито. А теперь барабанная дробь, потому что дана еще одна выкройка на высоких.
Я не промеряла лекала, может быть, все-таки это ошибка. Мне до конца не верю, что может быть в одном номере две выкройки, совершенно разных выкройки на высоких. Но поверю на слово, как напечатано. Здесь напечатано 72,88 и в инструкции к пошивам тоже. В общем, все соответствует увиденному, так сказать. Это платье в миди длине 104 из хлопка, размеры 72-88. Довольно простое в исполнении платье. Это то самое платье-парашют или ярусное платье с отложным воротником на стойке, с упатной застежкой, рукавами-фонариками. У платья завышенная линия талии и выточки по груди. Если посмотреть издалека, в общем и целом, то модель не сильно привязана к росту. Если нагрудные выточки ложатся туда, куда надо, то можно шить такое платье на любой рост. Я шить такое платье, наверное, не буду, потому что уже шила нечто подобное. Но это не точно, может быть, я еще передумаю. И если от платья остается достаточный отрез, то можно сшить ребенку вот такую гавайскую рубашку по выкройке 132 на размеры 116-140 с отложным воротником, лацканами, накладным карманом и кокеткой по полочке и спинке. Интересно, что с джоггерами отлично сочетается вот такая рубашка. А вот и рубашка из вельвета 107 или даже куртка рубашечного кроя. Ну, тут все зависит от плотности ткани. Эта рубашка как раз подойдет на весеннюю погоду, когда еще прохладно, но уже жарковато. На рубашку можно накинуть пальто, когда прохладно, а как воздух прогрелся, то уже носить как верхний слой, поддев под рубашку вязаный топ, как здесь. Как вы уже поняли, эта рубашка удлиненный вариант сатинового жакета 108. Кстати, она тут напоминает джинсовую куртку, как мы носили в 2000-х. А здесь идеи, куда же девать остатки от швейных проектов. Предлагают сшить одеяло для пикника на майские праздники. Дальше из остатков можно сшить сумку или вот такой чехол. Например, для телефона, если пришить к нему длинную лямку. Тут можно увидеть образ с топом с крылышками с другого ракурса. И третью коллекцию журнала на тему спорта открывают снова брюки 114 из эластичного хлопка, которые органично вписались в образ со свитшотом от Карла Лагерфельда, который, кстати, похож на здешний гламурный свитшот 102. Рядом перевоплощение пальто 111 в жакет 112. Размеры 36-44, 3 точки сложности, сшит из хлопка. Простой, лаконичный жакет, который не сковывает движения. Если хочется мягких линий, расслабленного настроения, то этот жакет передаст такой посыл. Далее платье 109 из вискозы с ярким весенним принтом и акцентным ремнем, который также предлагают сшить самим, выбрав подходящую по цвету широкую резинку. Платье прямого кроя в длине миди, выточки по груди и изящный рукав-фонарик, который и создает женственное настроение, несмотря на кроссовки в образе. Я люблю вот такие простые платья, но только пока заочно еще не шила себе платье прямого кроя без выраженной талии. Не уверена, что с ремнем удобно, хотя он эластичный, так что вполне. Кстати, вместо кардигана можно попробовать взять вот этот жакет, они даже и цветом подходят друг другу. Рядом блузон 101 из хлопка, размеры 36-44, 2 точки сложности. Сверху у него кокетка и к ней полочка, спинка и рукава пришиты со сборками. А снизу все собирается на резинку и получается эффект начинающего распускаться бутона. По-моему, отличная, не банальная, не избитая альтернатива бомберу. Здесь нет карманов, поэтому для удобства их можно добавить в боковые швы. Я подумала о карманах, потому что мне во всей одежде требуются карманы, чтобы хотя бы телефон положить. Еще раз, юбка 119 уже из хлопка и более лаконичным пояском. Интересно, вписали ее в спортивный образ. Все равно получилось женственно, изящно, несмотря на дутую жилетку и на достаточно спортивную обувь. Если надеть кардиган и менее спортивную обувь, то от спортивного духа не останется и следа. Дальше платье 115 из букле.
Тоже с собственноручно сшитым пояском и тоже эластичный. Платье в размерах 36-44, две точки сложности. Несмотря на всю строгость и аристократичность материала, который выбран для платья, букле, оно успешно вписалось и в спортивную форму, не теряя при этом своей женственности и не споря с кроссовками. А так почти классическое платье-футляр с рельефными швами, плотно посаженное на фигуру, но при этом с юбкой трапеции и наклонными боковыми карманами с подкрайным бочком. Двушовный рукав 3/4, молния по спинке, и вся эта лаконичность посажена на подкладку. Тут мы видим топ 117 из вискозного трикотажа, размеры 36-44, две точки сложности. Благодаря приталенному крою и драпировкам по боковым швам к низу отлично подчеркивает фигуру, делая переход от талии к бедрам заметнее. И, кстати, животик тоже может скрыться под драпировкой. Узкий рукав реглан, вырез качели, все это также подчеркивает женственность, как и, собственно, принт в мелкий горошек. А рядом та самая выкройка гламурного свитшота, по которой сшита уже совсем не гламурная, но с изюминкой худи. Достаточно яркий принт в актуальном цвете, плюс интересный крой дают возможность выглядеть свежо и уместно весной 2022 года. Завершает женственную спортивную тему платье 102 из вискозы. Размеры 36-44, три точки сложности. У платья узкий рукав 3/4, V-образный вырез по горловине, кокетка на юбке с драпировкой и расклешенная сама юбка. И как бы много сил не было потрачено на стилизацию, это платье в спортивный стиль неохотно вписывается. Оно сшито по фигуре и не располагает махать в нем руками, сразу все тянет. Еще заметила, что платье в районе плеч сидит так же, как на мне, если не корректировать. Тут плечо стремится быть немного спущенным. Я обычно подрезаю 1,5-2 сантиметра, чтобы это смотрелось более гармонично. Дальше еще один вариант пошива сумки в картинках. Здесь стилизация юбки 119 уже не в спортивном образе, с курткой-косухой, сапогами. И как пример того, как можно ненавязчиво внедрить в гардероб цвет года по версии Pantone посредством юбки и жилетки. Укороченный жакет пошагово в картинках. И дальше рубрика «Креатив от читателей». Здесь у нас платье с обложки 122. Дизайн этого платья от читательницы журнала, которая вдохновилась выпусками бурды 70-х, 80-х годов. А выбор цвета и самой ткани был навеян платьем Мерлин Монро из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок». Интересно, что оригинальное название переводится как «Бриллианты – лучшие друзья девушек». В общем, платье в размерах 34-42, три точки сложности, сшито из шелковой тафты с асимметричным рукавом-фонариком. Драпировки по талии и защипы на одном плече. Подкладка тут идет по юбке и по рукаву. Тем, кого асимметрия не привлекает, например, как меня, можно выкроить второй рукав, приложив ткань лекала имеющегося рукава обратной стороной. Это, собственно, коктейльное платье на праздники, юбилеи, светские выходы, которое будет притягивать взгляды. Больше я не вижу этому платью применений. В повседневности это платье будет слишком кричащим. Дальше нас встречает коллекция в размерах 44-52. И первая модель, которая перед нами предстает, это платье 128. Две точки сложности, сшито из трикотажа. Платье отрезное под грудью и на запах в верхней части. Юбка длинная, прямая, с разрезами по бокам. На спущенном плече красуются погоны, добавляя серьезности, которые в свою очередь не спорят с мягким женственным характером платья. Есть и поясок, которым можно регулировать степень приталенности. Немножечко смущает глубина выреза, которую можно нивелировать при помощи топа или же сразу при раскрое корректировать эти линии. Дальше платье-плащ 123 из купры, который можно носить и как платье, и как плащ. Пошив потребует определенных навыков. Тут три точки сложности. Отложной воротник, лацканы, подборт, накладные карманы, портфели.
манжеты по рукавам, закругленные разрезы по боковым швам и без подкладки. Если это все не предполагает трудностей в пошиве, то можно смело браться за такой проект. Рядом туника 129 по мотивам макси платья 128. Мягкая женственная деталь гардероба, которую можно сочетать с брюками и леггинсами. Дальше жакет 124, 3 точки сложности, сшит из ткани, которая называется район. Это искусственный шелк из вискозных волокон. Жакет также без подкладки, как и макси платье-плащ, поэтому его можно носить и как блузу, и как жакет. Рядом широкие брюки 127, 2 точки сложности, сшитые из льна. Свободные брюки прямого кроя с завязками на поясе, карманами в боковых швах и молнией сзади. Брюки вытягивают и стройнят силуэт, а вот узелок на талии может добавить ненужных объемов. Тут нужно смотреть на месте. Можно использовать пряжку вместо узла или вообще отказаться от пояска. Блуза 126. Тут дальше идет. 3 точки сложности. Сшита тоже из льна. Кстати, с предыдущими брюками неплохо бы смотрелось, если исключить завязки. Свободная комфортная блуза с разрезами и завязками по рукавам. Округлый пластрон с глубоким разрезом, от которого вниз идут защипы, и также разрезы по боковым швам. Интересно, использовали тут принт по всей блузе. Полоски идут вертикально, а на пластроне они развернуты горизонтально. И вот такая обычная, необычная блуза получилась. Рядом собрали комплект из выкроек блузы с жакета 124 и брюк 127. Опять тут поиграли вертикалями и горизонталями, что только на руку образу в целом. За счет цвета и полосок костюм приобрел налет пижамности, собственно, который не мешает надевать его и в люди. А тут, как джекпот, красуется классический тренч 125. Сложность пошива определяется 4 точками сложности. Сшит он из плотного твилла. Рукав реглан, рельефные швы, за счет которых создается приталенный силуэт. Двубортная застежка, паты, погоны, отлитные кокетки спереди и сзади и карманы в рельефных швах. Такой тренч добавит благородства в образ и той самой английской чопорности и строгости. Ну что, вот мы и подошли к финалу. Тут еще небольшой креатив и анонс на апрель. Меня тут очень уж заинтересовало свадебное платье. По фотографии и описанию не остается сомнений, что выкройка точно будет в следующем номере. А этот выпуск в целом меня не зацепил, несмотря на то, что тут аж 2 выкройки на высокий рост. Не особо возникает желание что-то сшить из этих моделей. Но это пока. Бывало подобное уже и не один раз. Вроде выпуск не понравился, а потом ищешь его через несколько лет. Ну и обязательно пишите, что же вам понравилось. И увидимся в других моих видео. До новых встреч. Пока.